Здравствуйте! Гадание на любовь. Может смотреть мужчина такой прекрасный, а может смотреть такая прекрасная женщина. Здесь 22 карты. Мы сейчас эти 22 карты хорошо перемешаем. Я пока вам представлюсь. Меня зовут Калина. И о моем прекрасном клубе можно узнать в сноске. Вот, мы перемешали и будем выбирать 11 карт для него и 11 для нее. То есть, если вы мужчина или женщина, вы себе выберете позицию и задайте вопрос на любовную тематику. Потому что здесь будет ответ не один, а много. Будет много ответов на любовную тематику. Мы будем сейчас ее карты перемешивать и его. Да? Вот так. Перемешали его и ее карты хорошенько. И будем выкладывать его карты, а потом и ее. А я предлагаю вам, пока я выкладываю эти карты, устроиться поудобнее. Может, даже можете сходить и себе взять чашку чаю. Успокоиться, расслабиться. Но как можно успокоиться? Если я вам скажу успокойся, еще хуже будет. Чтобы успокоиться, нужно просто почувствовать себя в вашем пространстве. Мы себя в пространстве вообще не умеем чувствовать. Мы не умеем наслаждаться пространством. А пространство – это очень важно. Даже между каждой клеткой существует такое межклеточное пространство. Оно огромное, оно как космос. А мы обычно не видим, где мы есть, да? Себя отделяем от пространства. Таким образом мы зажимаемся. Ну вот, я зачем это все говорю? Чтобы, я не знаю, просто чтобы что-то сказать, то, что я думаю вслух. Если я это вслух говорю, я себе этим помогаю. Если даже с кем-то тоже это резонирует, я буду счастлива. А если не резонирует, а игнорируйте то, что я говорю, это тоже файн со мной. Окей, все готово. Если ты женщина, ты здесь. Если ты мужчина, ты здесь. И вот ваш любовный расклад, ответы на кое-какие вопросы. Можно послушать все, а можно только те, которые хотите. Да? Мужчина вышел у нас вообще вот здесь со стороны. У него очень много будущего в этих отношениях. Очевидно, отношения для него. Важно очень, как будут развиваться. Он в них сильно вложился, да? Очень сильно вложился и очень много от них ожидает. А вот женщина нет. Ей эти отношения неинтересны. Она их хочет завершить. У нее вообще будущего нет в этих отношениях. Мы узнаем, почему так. Но опять же, не все может резонировать, правда? Вот так вышло. Итак, вот будущее мужчины, правда, а здесь было его прошлое. И что мы видим в прошлом у него? У него есть Луна в прошлом. Значит, он имел какие-то переживания очень серьезные, трагичные переживания, которые потом изменились, и он нашел себе любимую, и у них были хорошие романтические отношения. Они как бы отправились в это романтическое плавание. И вот произошла какая-то проблема у него, ну, у него проблема, потому что он же теперь хочет их поправить, да, эти отношения. Он хочет их поправить. И он очень сейчас находится в состоянии раздумий, в состоянии таком немного нервозном, потому что хочет что-то поправить, улучшить. Да, восполнить то, что теряется. По его мнению, что-то уходит, что-то теряется. А здесь будет как дальше. То есть он действительно думает, что проблемы в сексе, да? Он так думает, проблемы в сексе, он хочет это поправить. Но у него есть вопросы, он не знает, чего женщина хочет от него в сексе. Он вообще не понимает. Она сегодня хочет одно, завтра хочет другое. А все, что он знает, что он ее любит. И он, в общем-то, хочет с ней связать свой дом. А теперь посмотрим эти два ряда, как у женщины идет. Когда они встретились, он был очень эмоционален, очень. А она была хитра. У нее какие-то были свои планы. И
Потом эти планы касались дома своего. Она хотела построить за его счет какой-то свой удачный дом. Очевидно, своих ресурсов у нее для дома не хватало. То есть она хотела через партнерство это пополнить какие-то бреши в своих, может, финансах или свой мир раскрасить лучшими красками, да, сделать социальный уровень поднять или вот так. Она его видела вот таким человеком, который это способен ей дать. То есть одна от отношений хотела что-то взять. И это уже сразу видно. Но вообще-то отношения надо только давать. Да? Если мы даем в отношения что-то, даем, у нас получается отношения. Если мы берем, отношения становятся меньше. Так и такой закон природы. И препятствия возникли. Она поняла, что он не сможет ей дать столько, сколько она хочет. И большая гора, большие препятствия, она сразу потеряла интерес. Здесь даже любви не было. Здесь был один расчет, и она сразу потеряла к нему интерес. Он просто для нее перестал существовать, как гора. И будущее она с ним строить вообще не хочет совершенно. Вот так. То есть положение довольно сложное. Во-первых, они в разных совершенно углах, да, и она для него это проблема, она для него проблема, да, он для нее не проблема, это проблема, потому что углы всегда проблемы, она в проблеме, а он не в проблеме, он ее любит и хочет с ней дома, хочет с ней любви и счастья семейного, а он для нее сейчас проблема, она не хочет с ним больше дела иметь, и вот это дальше объясняет то, что у нас есть здесь серп такой, да. Серп, его плохо видно на этой карте, очень красивая карта, который срезает розу, да, вот он ей дает розу, она ее просто срезает, вот, и у нее змея направлена на сексуальность, то есть ей не интересно больше с ним сексуальность, совсем не интересно, он раздражает ее где-то даже, он думает, что он не умеет, он в сексе ничего не умеет, он ей не интересен, и вот что у нее действия, какие она будет предпринимать, да, как бы это расценим ее шаги здесь. Потому что я здесь делаю так свободно иду, я его сама отросла, так дома себе восстанавливаю. Итак, она эгоистка, да, эгоистка, у нее есть препятствия, потому что она очень материальный человек, и она ищет эгоизма в отношениях. Вот этот партнер ей сейчас уже вообще не интересен полностью, она хочет с ним закончить все. Здесь вообще карта гроба. Она хочет с ним закончить отношения полностью. Но она бы не против остаться с ним другом, потому что сейчас будем ее углы читать, да? Она виляла хвостом, она хитрила с ним, да? Что-то пыталась за его счет поправить у себя. Но она бы не против с ним остаться другом, потому что он такой сердечный весь. Он такой сердечный человек весь. Она не против бы с ним остаться другом, но он не хочет этой дружбы. Ему нужна любовь. Он хочет отношений с женщиной горячих. Вот. И то, что у нее вот это в сексуальности была с ним какая-то неудовлетворенность, да, нарушила их дом. Нарушила их дом. Какая-то такая неуклюжесть возникла в их доме, такая тяжесть, он перестал быть радостным. Радость, когда легкость есть, когда тяжело, такой медведь входит в дом, да, такой, кто доминирует, кто какой-то скучный человек, как-то все скучно ей стало, неинтересно с этим человеком, да. Но она надеялась, что будут перемены, да, к лучшему, но ничего не получилось у нее. И вот этот ее эгоизм меня сейчас волнует, да. Этот эгоизм направлен на дом, потому что мы так считаем, как по шахматам, да, как конь ходит. Направлен на дом. Она хочет для себя богатого дома, прежде всего. А вот это ее лиса, ее такая изворотливость направлена на сексуальность. Ей просто как он сексуальный, ей партнер не интересен тоже. Вот сейчас раздражает ее, он ей по-всякому не интересен вообще. По-всякому. И то, что она хочет закончить отношения, да, вот это... Выпала карта, как бы срезает такую розу любви. Это как бы препятствие, потому что он не хочет заканчивать отношения. Он как бы ей мешает двигаться вперед, да, своей вот этой любовью, которая ей уже как-то и не интересна эта любовь. Теперь посмотрим на его нижний ряд, что у него здесь.
Но его карты какие окружают? Что у него вот как бы романтика закончилась, все закончилось, это романтические его надежды на это партнерство ушли, нет больше, ушли. Были скандалы, были раздоры с ней. Теперь он думает, что ему надо решение принимать. Он не знает, что она уже решение, в общем-то, уже и приняла, и она уже закончила их-то все в голове, да? А он еще думает, что можно что-то поправить здесь, да? И, конечно же, тоже депрессия, да, какие-то эмоциональные переживания насчет того, чтобы построить с ней гнездышко такое любовное. А она не строила любовное гнездышко. У нее вокруг дома такие карты предательства, лисы, препятствий, да, коса, вот такие все. Какая-то сексуальность фатальная вокруг ее дома. А у него здесь романтика, чувственность. Вот так все, да. И далее он понимает, что вот это сердце, которое он ей подарил, оно теперь как бы туманно, оно потеряло свою значимость. Когда туманно, не видно значимости вот этих отношений, этих сердечностей не видно. Они как бы ушли. Он теперь этого не видит. Так что, по всей вероятности, расстраиваться, во-первых, не надо. Это может сценарий, который в вашей жизни даже не случился. Такое бывает, что вот такой сценарий, например, мог вам по судьбе идти, но не случился, потому что вы свои кармические уроки как-то так хитренько, ну, правильно я имею в виду, отработали, и у вас такой сценарий и не случился. То есть интересно посмотреть, какой сценарий мог бы быть в отношениях и не произошел. Но если у кого-то и такой сценарий и произошел, как на этих картах показано, может, это вам позволит поучиться, чтобы в будущем лучше сценарий сделать сердечный такой. Вот. Так что, еще раз, женщина эти отношения заканчивает, и у мужчины ему даже не стоит пробовать опять, потому что у него ничего не получится с ней. И ему, очевидно, нужно искать другую партнершу. Он научился на этом опыте, он посмотрел, он теперь знает, как он не хочет, чтобы было. И если он возьмет этот урок себе на будущее, это будет огромная удача. Да? И она тоже может себе урок на будущее взять, тоже будет для нее огромная удача. Она знает точно, что в отношениях не работает, а что работает. Я всем желаю счастья. Пока.